Приветствуем всех любителей сочного мяса на нашем канале «Вкусно на кухне» с Ильей и Еленой. А готовим мы сегодня с вами сочные, ароматные свиные ребрышки. Начнем с главного. Чтобы мясо получилось просто тающим во рту, нужно правильно подготовить основу. Первым делом обязательно снимаем пленку с обратной стороны. Это очень важно. Это позволит маринаду проникнуть глубоко в волокна и сделает текстуру безупречной. И наше мясо не сжужится и не съежится во время запекания. Если вдруг пленка плохо поддается, из-за нее не получается уцепиться руками, то можем просто воспользоваться бумажным полотенцем. С ним снимается все легко и быстро. Итак, зачищаем все наше мясо, а затем переходим к приготовлению соуса или маринада. Делаем микс специй. В первую очередь у нас пойдет копченая паприка. Потом пойдет острый чили перец. Не знаю, как он по-русски называется. Потом у нас идет сушеный чеснок. А можно добавить свежий чеснок? Нет. Нет? Он сгорит и разложится. Так, добавляем соль. И добавляем тростниковый сахар. То есть сахар идет больше, чем соль. А можно простой белый? Можно. А почему мы добавляем тростниковый? Он вкусный. Теперь мы это все перемешаем, нашу посолочную смесь. Так, берем горчицу. Я не хочу эту горчицу. Бери какая тебе Я нравится. немножко выдавлю. Так. Выдавлю вот это. И обмазываем. Первоначально горчицей, не солью. Да, горчица. А на горчицу уже сверху все специи. Так как в горчице есть растительное масло, оно поможет впитать все ароматы специй в мясо. Будет проводником. То есть делаем массаж, горчичный массаж. Да. То есть специи можно взять на усмотрение, правильно? Нет? Абсолютно любые. Какой ты хочешь получить вкус? Что насыпешь, что и будет. Заворачивать обязательно в фольгу или можно взять пергаментную бумагу? Ну, лучше фольгу, она хорошо держит. Не притечет, не взорвется. Пергаментная бумага все-таки может намокнуть. Сейчас мы завернем и что? Поставим в холодильник от 4 часов до 24. Ага. А вот когда достанем с холодильничка, мы сюда добавим 3 ложечки красного вина. Окей. Потому что потом будем делать соус. То есть сейчас оно уходит мариноваться в холодильник на... Чем больше времени, тем лучше. Окей.
Итак, ребрышки промариновались в холодильнике 4 часа. Как сказал Илья, можно было оставить и на дольше. У нас ушло на это 4 часа. И сейчас Илья подготавливает фольгу, так как наша реберная лента широкая, то нам не хватает одной полосы фольги, и он скручивает для герметичности 2 ленты фольги в одну целую, делая вот такой вот герметичный шов. Получается один большой лист фольги, и теперь у нас будет абсолютная герметичность. Это надо для того, чтобы мясные соки остались внутри. Если выйдет пар, то оно засохнет за это время. Теперь, когда наш замаринованный кокон с ребрышками мы переложили на подготовленный второй слой фольги, мы сбоку приоткрываем карманчик и туда вливаем пол-рюмочки любого красного вина. Это придаст мясу особую изысканность и тот самый ресторанный оттенок. Затем снова закрываем уголок, слегка распределяем вино внутри и плотно запаковываем все во второй широкий слой фольги. Надо наглухо закрутить и прижать хорошенечко, чтобы убрать лишний воздух. Делаем абсолютно герметичный кокон. И все. Ребрышки готовы к отправке в духовку. 2-3 часа в духовке при температуре 160 градусов по Цельсию. По истечении времени достаем почти готовые ребрышки. Надо с одной стороны открыть. Что мы сейчас будем делать? Для чего ты открываешь? Мы сейчас сольем весь сок. И на этом соке сделаем вкусный соус. Прекрасно. Почему ты перелил стакан? Для того, чтобы дать соусу отстояться и отделить жир от соуса. Жир мы убираем, оставляем только мясной сок. Добавляем 2 ложки столовых меда. Раз. 2 чайные ложки получается. Так сколько в итоге 2 получается? столовые ложки. Так. 2 столовые ложки кетчупа. Раз. 2. Так. Добавляем 1 чайную ложку яблочного уксуса. Так. 2 чайные ложки ворцештирского соуса. И добавляем щепотку сушеного чеснока. Все. Ставим на огонь и выпариваем соус. Мы его будем выпаривать до какой степени? До состояния меда.
сколько времени она у нас в духовке провела? Чуть больше 2 часов. Готовы. Они готовы. Посмотри, вот она выкручивается, видишь? Вот она у нас. Вот наше состояние. То есть 2 2-3 часа достаточно? Да. В зависимости, какие ребра, большие, маленькие, ты же сама понимаешь. Пока ребрышки еще горячие, их нужно смазать нашей приготовленной глазурью. Сделать это нужно сразу же, чтобы соус мгновенно схватился и проник в глубину мяса. Глазурь запечатает все соки внутри, а при запекании подарит ребрам ту самую аппетитную, липкую и глянцевую корочку. А вот глазировка это идет с медом, да? А вот если, допустим... Можно сахар. Ну, окей. А если, допустим, я не очень люблю сладкое, это на мой вкус выбирается это? Сейчас мы включили в духовке функцию гриля и ставим на 2-3 минутки, чтобы поджарилась наша глазурь. Так, наша задача теперь перевернуть на другую сторону. И еще раз мажем Глазурью. Обязательно переворачиваем ребрышки и также щедро покрываем глазурью вторую сторону. Нам важно, чтобы каждый кусочек пропитался этим соусом, а корочка получилась идеальной со всех сторон. А у тебя соус такой пикантный, остренький, Да, нет? да. Его практически не чувствуется здесь. Очень вкусно. И острота приходит потом, не сразу, а потом как таким послевкусием идет. Но он когда жарится, он теряет остроту соуса. Но Просто остается красивая глазировка сверху. это вкусно. Подождите 3 минуты. Вот это сорвем. Вот это сорвем. Вкусные помидорки с нашего огорода. Почему-то домашние помидоры всегда намного вкуснее, чем магазинные. Потому что они дозревают на ветке, а не на складе. Вы только посмотрите на эту красоту. Настоящий шедевр. Румяные, аппетитные ребрышки, запеченные до идеальной корочки. А какой аромат сейчас стоит на кухне, это просто невозможно передать словами. Это обязательно нужно попробовать. А на гарнир у нас жареная картошечка с грибами. Я думаю, что это будет очень вкусно. Из овощей мы возьмем помидорчики, и Лена любит у нас шпинат. Мы его сбрызнем оливковым маслом. Добавим немножко бальзамического уксуса, буквально несколько капель. И добавим кунжутных семечек. Вуаля! Ребрышки, да с квасом. Кстати, рецепт этого кваса вы найдете на нашем канале. Смотрите, какое красивое получилось блюдо. Какие красивые ароматные запеченные ребрышки, жареная картошечка, салатик, помидорчики и хлебный квас. Приятного аппетита! Готовьте вместе с нами! Эти ребрышки получились невероятно аппетитными и безумно вкусными. Мясо просто тает во рту, оно такое сочное, нежное, ароматное. Это блюдо отлично подойдет как для вкусного семейного ужина, так и для праздничного стола. Обязательно приготовьте такие ребрышки для себя и своих близких. Это очень вкусно. Не забудьте поставить лайк этому видео и, конечно же, подписаться на наш YouTube-канал «Вкусно на кухне» с Ильей и Еленой. Приятного вам аппетита и до новых встреч!